Всем привет! С вами снова канал Радов Одесса. Продолжаем ремонт в нашем старом доме, которому почти 200 лет или около того. В этом видео заливаю стяжку, продолжаю заливать стяжку на деревянный гнилой пол. В прошлом видео, кто смотрел, я его усиливал старым металлоломом, то есть обварил все, позабивал по периметру арматуру и залил черновую стяжку. Видите, уже даже ничего не дергается и все такое, то есть все уже жестко и надежно. Сразу за раз просто на деревянный пол заливать нельзя, потому что может провиснуть, то есть заливается слоями. В этом видео буду заливать ее уже на чистовую, на ровную. Пол здесь был деревянный, вот такой вот, видите, то есть, ну, здесь еще нормальный в краске, а здесь был вообще гнилой, вот такой линолеум тут лежал. Вот, кстати, мешаю все вручную, как видите. Вот, в прошлом видео тоже там есть, как замешивать раствор одной лопатой. Пожалуйста, смотрите. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много полезных, интересных вещей по стройке и не только. Вот, значит, вместо профилей, что хочу показать, я использую УД. Вместо маяков использую УД профиль. То есть прикручиваю по линии кусочек и в него завожу уже сам профиль. Профиля УДшки более жесткие, поэтому по ним тянуть лучше. То есть там кусочек, видите, по отбитой линии, и там кусочек. Линия вот она идет. То есть я периметр отбил в следующих видео. Покажу, как отбивать периметр. Вот, то есть прикручивается к этой УДшке и в нее вставляется. Посередине где-то выставляете по уровню, подставляете какие-то прокладки. И вот такими вот ляпками просто примораживаете. И все, можно тянуть. Маяки не так удобны, потому что они более играют. УДшка более жесткая. Вот, два маяка я поставил. Сейчас буду стягивать. Эту стяжку на деревянный пол. Первым этапом я сварил конструкцию из старого металлолома. Ну, можно из арматуры, из чего угодно. В общем, усилил пол, завел профтрубы в стены и залил черновую стяжку с бутом. Следом выставил вместо маяков вот так вот УДшки, одну и вторую. Вот. Тут еще подсыпал бута. Первичный слой стяжки делается для того, чтобы не было провисаний. Вот. У меня уже в двух местах тут залито. Вот моя кучка уже стоит. Я все вымешиваю руками. Одной вот этой вот лопатой. Вот, сейчас я ее вымешаю и буду заливать. Смотрим. Итак, как видите, стяжечку я закончил. Вот такая вот она получилась. Вот. Боковушки я долью уже потом, когда высохнет. Вот. Это у нас будет кухня. То есть вот так вот можно залить стяжку на деревянном полу. Вот. По процессам, я же говорю, забиваете несущие профтрубы или что у вас там есть в стену. Потом свариваете каркас из арматуры или какой-то старый металлолом, чтобы усилить это все. Заливаете первичный слой с бутом, если большой уровень. И потом чистовой последний слой. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много интересного по стройке и не только. Как ремонтировать что. Кому интересно, как я все это делал, смотрите предыдущие видео. Мешал, как я напомню, это все руками. Без всяких миксеров, бетономешалок и прочей фигни. Всем спасибо.